Я приветствую зрителей канала Сварка Сервис. В этом видео будет разборка и дефектовка аппарата фирмы, которую я произнести не могу. Произносится она вот так. Elektriska svetsningsaktiebolaget. А вот название аппарата перевести могу. Чувак-дуга 180. Я думаю, что все, кто сидел, уже упал на пол, да? Ну, на самом деле, данную фирму мы все знаем под сокращением ISAP, а название аппарата Body Arc 180. Судьба аппарата печальная, его взяли попользоваться, воткнули в генератор, и он бахнул. Цена аппарата 34 тысячи рублей я нашел в интернете последняя, а заказчик в лоб спросил, а у вас нету какого-нибудь аппарата на продажу за 1500? Ну, в общем, понятно. Так что, скорее всего, видео закончится диагностикой. Смотрим. Так выглядит данный аппарат. Передняя панель. В принципе, регулятор тока. Псевдотик и ММА. Ну, в общем-то, довольно просто лаконично. Аппарат довольно, кстати, увесистый. Так, сообразите еще, как он разбирается, самое главное. Так. Так. А дальше как? Кстати, шильдик. ПВ 100 ампер 100%. 35 180 ампер 35%. Кстати, ну, в общем-то, даже и неплохо. А сделано в Китае. Еще раз. Внимательно, сделано в Китае. И вот интересный вопрос. А где ж тут тогда шведы? И есть ли тут шведы? Если аппарат сделан в Китае. Цена у него вполне себе шведская. Надо так сказать. Так. Что? Ага. Вроде даже получается маленько. Ой, а что-то он вместе с клеммами разбирается. Ай-яй-яй-яй. Да. Там может у него задницу снять. Ой. Так, ну по тому, как он разбирается, он немного похож на Rellon 200 Digital и Mars. Были такие аппараты дурацкие, которые вот так вот разбираются. Не пойми как. Так, и что мешает? Ой, как он воняет. Ой-ой-ой-ой-ой. Утомление. И как это предполагается разобрать? Не, ну вот для чего так делать? Вот ведь неудобно, Конечно, для себя я бы, наверное, этот аппарат восстановил при любых обстоятельствах. Так, сразу же видно, что бахнуло, что-то сверху даже бахнуло. Ладно. Сторона. Так, тут изолятор стоял, тут изолятор стоял. Уже прикольно. Такс. Я думаю, что все прекрасно видно. А знаете, на что он похож? Не то на Hitachi, не то на EVM,
что-то вот очень близкое я по виду уже видел и не раз. Вот эти вот стоечки знакомые. Так, ну, соответственно, что у нас? Плата управления сверху. Ну, она, наверное, 100% у нас живая. Так, сзади. Сзади у нас ничего практически нет. Радиаторы довольно массивные, надо признать. То есть у него ПВ на самом деле серьезный. Вот. Трансформатор тоже огромный. Я думаю, что это видно, да? Ну, то есть он, в принципе, гораздо больше, чем в той же Ресанте. Ну так, к слову. В аппарате присутствует дроссель. Но в виде такой маленькой маленькой Вот видно, да, вот желтенькое вот это вот колечко. На нем буквально несколько витков намотано. В своем эксперименте со сварочным аппаратом, где я мотал дроссель, то есть, в принципе, там были, такие пожелания, что там много намотать. Ну, вот тут намотано сколько витков получается? Раз, два, три, четыре. 4 витка как раз, точно так же, как у меня было. Так, отличительная особенность: датчик холла стоит. Это, дорогой датчик. То есть, если он сломается, то все, конец. Аппарат точно проще выбросить. Так, ну и, собственно, вентилятор. Вентилятор, кстати, да, вот интересный, хороший вентилятор, кстати. Долго крутится. Вентилятор работает, получается, всасывает отсюда, выдувает отсюда. Ну, сейчас в аппаратах, как правило, все наоборот делается. Так, ну что, момент истины. Мультиметр без щупов. Надо проверять, что же у нас сломано. Слушайте, это джекпот. Это джекпот. Точно, точно. А я сразу не увидел. А вот оно. А еще поди, все исправно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, я не знаю, увидите или нет. Так. Вот в этой вот термоусадке находится варистор. И он взорвался. Похоже, он свою функцию реально выполнил. Вон, видно, что там корпус пополам. Опаньки. Так, сейчас я выпаиваю, соответственно, этот самый варистор. И пытаюсь запускать аппарат. С учетом того, что дежурка исправна, силовые транзисторы исправны. Наверное, очень сильно повезло владельцу. И ремонт будет на самом деле копеечный. Вот это да. Ладно, прерываемся. Ну пипец. Напряжения не хватает. На тебе еще напряжение. Офигеть. Ну что, работает аппарат? Ням. Так, дынс.
Так, не видно ни черта. Так видно будет, да? О, нормально. Ну, короче, 30 вольт, но это... Сейчас мы его добавим до сетевого. Что у нас тут? А, 50. О, нормально все. Крутяк. Ну, разобрал и посмотрел вентилятор. Фирма вентилятора хорошая. Как бы я ее знаю. Вот, тоже они производят качественные вентиляторы. Но вот конкретно данная модель на самом деле оказалась довольно недорогой. То есть я нашел в интернете, стоит 1100 рублей. Ну, там, понятно, плюс доставка, там еще что-нибудь. Ну, и не факт, что есть в наличии. У нас очень многие сайты, к сожалению, грешат тем, что цену выставляют, а цена, например, до 2014 года. Это тоже такое надо учитывать. Вот, но вентилятор хороший. Явно не сэкономили. Какую еще особенность можно отметить? По входу стоят дроссели. Ну, дроссель по заземлению, групповой дроссель по входу и, собственно, еще один дроссель тоже. То есть там непонятно, что там намотано, но это дроссель. Вот. Благодаря этому в сеть идет меньше помех. То есть это не нужно не аппарату, а это нужно, собственно, другим потребителям от сети. То есть идет меньше помех. Ну, в общем-то, в принципе, по конструкции все. То есть все залито вот таким вот дурацким герметиком. Ну, с одной стороны, можно сказать, что типа это хорошо. Ну, как бы там вода не попадет, еще что-то. Но есть, в принципе, специальные составы. Все-таки не силиконовый герметик, а получше. Вот, которые отковыриваются полегче. То есть, как бы здесь при попытке его отковырять, можно там маркировки с платы снять и так далее. То есть, ну, в принципе, как бы сделано добротно, но про ремонт, конечно, никто особо не думал. Ремонт, конечно, возможен в любом случае. То есть, практика показывает, что абсолютно любые аппараты, даже самые дорогие, ломаются. Вот. Ну, как бы из таких косяков, ну, вот эта вот кнопочка вот такая вот дурацкая. Ну, на этом аппарате она, конечно, дюжит. Ну, просто они обычно, эти кнопочки, рассчитаны на 16 ампер и как бы... Ну, не рассчитаны на не очень на долгую работу. То есть, видимо, этим аппарат все-таки этот жалели. Тут внутри он какая-то паутина вообще. Я не знаю, ее видно будет. Нет, вон она, собственно, такая вот. То есть, как бы, явно аппарат так больше стоял, конечно, чем работал. Ну, вот такая вот информация. Буду сейчас я, конечно, собирать его до конца уже все. То есть, варистор запаивать, собирать и все. Нашел варистор, но в другой плате. Ну, в смысле, в дохлой плате от итальянского аппарата. Ни в одной плате от китайского аппарата варистора нет. В итальянском оказался. Кстати, да, можно посмотреть. Это по факту это целиком сварочный аппарат. Вход, управление, трансформатор, дроссель. На самом деле это половина аппарата. Вот такая вот смех. Для тех, кто не знает, что такое варистор и зачем нужен, специально снимаю видео. Это специальное устройство, которое имеет очень большое сопротивление при определенном напряжении. Точнее, ну, обычно имеет большое сопротивление, а при определенном напряжении, при превышении этого напряжения, сопротивление резко падает. То есть, если у нас, например, варистор на 300 вольт, его включить между фазой и нулем, где 220, то, соответственно, ток протекать не будет, сопротивление будет велико. Но как только станет напряжение 300 вольт, его сопротивление станет нулю и будет короткое замыкание. Тем самым он защищает, собственно, саму схему от повреждения. Ну, сейчас покажу. То есть, как видно, здесь контакт оси 1, оси 2, посередине земля. И вот этот замечательный наш элемент. Он у нас соединен. Значит, оси 1. Так. С одной ножкой. Оси 2. С другой ножкой. Вот, сопротивление самого элемента. Ну, сейчас вот на мегаомы поставлю. Сейчас посмотрю, сколько. Даже так. Хорошо, 200.
Ну вот. То есть вот, чтобы вот так вот видно было сопротивление на мегаомах. Что ж ты. Вот. 1 мегаом. То есть через него ничего не течет. Но как только напряжение будет превышено, собственно, он устроит короткое замыкание, сам взорвется с пылью, с гарью, но сварочник спасет. Ну и, соответственно, желательно, конечно, бы побольше запаять, этот все-таки меньше родного, но выбирать не приходится. Либо опять заказывать, я, наверное, закажу их, скорее всего, мало ли что вдруг. Вот. На самом деле не так часто такие поломки случаются. То есть, уже, не знаю, 5-й раз сказал, в китайских аппаратах их не ставят, поэтому не заказываю. Вот. Надеюсь, было понятно, для чего эта деталь нужна. При разборке, я думаю, заметили, что панельки крепятся 2 винтами снизу еще. Собрал аппарат, вентилятор не включается. Думаю, как так? В разобранном виде все работало. Стал выкручивать, обратил внимание. Один винтик длинный, а второй винтик короткий. Притом, в общем-то, они фактически одинаковые, у этого просто носик спиленный. Длинный я закрутил со стороны вентилятора, короткий со стороны клемм. Который длинный уперся в рамку вентилятора и зажал крыльчатку. Вот это вот зачем сделано? То есть это же вот специально 2 разных винтика в этом аппарате поставили, чтобы один стоял спереди, а другой стоял сзади. Но это же просто абсолютный бред. Вот после этого и думайте по поводу заговора производителей. Есть он или нет? По-моему, есть. Ток 60 ампер. Смотрим, как зажигается. В принципе, как видно, варит он нормально. То есть дуга зажигается отлично, звук только интересный очень. И, собственно, можно проверить то, какие параметры выдает сварочный аппарат. Кручу на максимум. Получается 180 ампер при 21 вольте. Шунт стоит на 250, если что, первый раз я про это говорю. Завершая данное видео, все же хочется спросить всех зрителей моего канала, какое мнение у них. Что бы они предпочли купить, если бы они, например, объективно не были стеснены в деньгах. Чисто с точки зрения именно рациональности. 2 китайских аппарата за 15 тысяч рублей, как, например, та же Аврора, которая была уже на канале 2 раза на самом деле. То есть там честные характеристики, честные 200 ампер, хороший поджиг, нормально варит электродом ионе. И, в принципе, аппарат такой, вполне нормальный. И вот такой вот аппарат. Цена в 34 тысячи, в принципе, трудно сказать, насколько она оправдана. Что можно сказать точно? На радиаторах не сэкономили, на трансформаторе тоже не сэкономили. Вентилятор стоит замечательный и дорогой. Я нашел его на eBay за 1900 рублей, на Алиэкспрессе за 1200. У российских поставщиков он тоже стоит 1200, но не факт, что есть в наличии. Так что, возможно, реальная цена данного вентилятора около 2-3 тысяч рублей. На самом деле, если его пытаться купить в России. И, собственно, датчик тока на эффекте Холла. Сколько конкретно этот стоит, не смотрел. Но по моей практике, могу сказать, что, как правило, цены от 2 до 6 тысяч бывают на подобные датчики. Это именно которые в сварочных аппаратах стоят. Есть также такие же датчики на эффекте Холла в разных других отраслях. Там цены могут быть и 300, и 600 тысяч рублей. Притом, все зависит именно от точности измерений. То есть, какая нужна точность измерений, плюс погрешность в зависимости от температуры окружающей среды и так далее. То есть в зависимости от этих факторов эти датчики могут очень по-разному стоить. Потому что это точный прибор. То есть гораздо точнее, чем обыкновенный шунт. То есть при нагреве токовый шунт изменяет свое сопротивление,
и, соответственно, изменяются параметры. То есть, ну, это опять же рассчитывается, плюс-минус, чтобы это было примерно как надо. Вот, и естественно, что все аппараты с простым токовым шунтом тоже работают. И вопрос применения именно такого дорогого датчика, ну, под вопросом. То есть, как бы, если можно обойтись без этого, вот. Но даже, в принципе, и с вентилятором, с датчиком, и с радиаторами, ну, по моим прикидкам, не получается такой большой цены. То есть, естественно, что в том числе очень много добавлено за сам бренд. То есть, ну, как мы, в принципе, люди, которые интересуются подобными вещами, они знают, что очень часто за сам бренд приходится платить ровно столько же, сколько, собственно, сам товар еще стоит. То есть двойную цену на самом деле. То есть, ну, как, например, продукция фирмы Apple там и так далее. То есть, когда новый вышедший iPhone, который стоит 100 тысяч рублей, начинают разбирать по запчастям и смотреть, оказывается, что у него он по запчастям стоит, например, 15 тысяч рублей. А остальное, то есть это вот идет маркетинг. Трудно, соответственно, сказать, оправдано это или нет. Я для себя, если честно, этот вопрос так и не решил. Хотя задаюсь им на самом деле очень давно. Ну и, собственно, это был один вопрос и коротенькая история. Клиент рассказал, собственно, как произошла данная неисправность. Он взял этот аппарат попользоваться у человека и, соответственно, пытался его подключать к генератору 1,5 киловатта. Ничего у него из этого не получилось, сварка не работала. В результате он добавил обороты на генераторе, но, как вы понимаете, на холостом ходу инвертор ничего не потребляет, соответственно, напряжение выросло больше, чем нормальное, и, собственно, произошло то, что произошло. Вот. Хорошо, что была защита. Ну, человек, в общем, не знал, сколько потребляет сварочный аппарат, пришлось ему объяснить, показать шильдик. То есть данный конкретный аппарат потребляет 8 киловатт. Чтобы он корректно работал от генератора, нужен генератор, ну, как минимум в 2 раза более мощный. Ну, в принципе, тема сварочных генераторов – это тема для отдельного видео, как-нибудь сниму. Ну, а на этом, в принципе, все. Пишите комментарии, высказывайте свое мнение, какой вы бы аппарат предпочли. 2 обычных китайских, скажем, за 15 или 1 за 34. Как вам понравилось данное видео и так далее. Подписывайтесь на канал в том числе. А то я смотрю, что многие люди смотрят, на канал не подписываются. Примерно 25% только зрителей на самом деле подписаны. Ну все, на этом все. Всем пока. До новых видео.